Всем привет! Сегодня я бы хотел снять такое видео о том, как можно общаться со своим телом, получать от него ответы. Нас очень часто в жизни что-то интересует, и мы где-то не можем дать себе четкое понимание, хочу это или это, выбрать эту одежду или пойти на какую-то встречу, браться за какое-то дело. Бывают же такие вопросы у нас в жизни, что мы под каким-то сомнением и хотим получить даже какой-то совет. А представляете, у нас существует такой классный инструмент — наше тело, которое никогда не врет. И оно может нам давать очень прямые, четкие сигналы и ответы. Вы, может быть, встречали какие-то видеоролики на просторах интернета о том, как можно там с помощью маятников, знаете, когда такие рамочки, вы задаете вопросы, и оно там крутится влево-вправо, очень часто там показывают в Инстаграме. И бывает, что с помощью них это как лоза ищут даже источник воды, ну, может быть, видели. Также в кинезиологии существует рефлекс, когда мы вытягиваем как бы руки, да, и врач давит на какую-то часть, задавая какой-то вопрос, и мышечный рефлекс. Если слабые мышцы, значит, там есть отрицательное какое-то состояние. Наше тело является таким интересным маятником. Сразу предупреждаю, мой рефлекс, лично мой рефлекс, это реакция в виде зевка. Я так его натренировал, мое тело, что всякий раз, когда я хочу получить какой-то ответ, и я их разделил на истинное для меня решение и неистинное решение. То есть нам надо выбрать, задавать такие вопросы, где не будет развернутого ответа, а будет конкретно либо в одну сторону, либо в другую. И вот я тестировал много для себя. Сначала думал, что нужно задавать вопрос на «да» и «нет», но потом понял, что не всегда то, что для меня «да», является истинным. Понаблюдайте за собой, в каких ситуациях вы, может быть, тоже замечаете. Например, я могу спросить, можно ли мне это есть, и как бы ответ «да», но по факту физически я могу это съесть, но оно для меня, например, не полезно будет. Поэтому нужно правильный вопрос задавать, который будет основан на бинарном выборе: истинное решение или неистинное. Это для меня или не для меня, подходит мне это или не подходит. Итак, вот смотрите. Я задаю себе вопрос. Например, кстати, очень классный вопрос. Я когда его задавал себе, мужчина ли я или нет, и у меня одновременно был также вопрос, женщина ли я или нет, для тестирования. И мне тело говорило истинно, что я и женщина, и мужчина. И ведь на самом деле, если подумать так, то я в принципе так поставил вопрос, что энергетически это в нас есть и мужская, и женская энергия. Вот смотрите, я мужчина, я женщина. Такой вот забавный эксперимент. Но если все-таки теперь уточнить и задать вопрос про половые признаки, у меня мужские половые признаки, у меня женские половые признаки, реакции нету. Также еще хочется сказать, что данные тестирования нужно касаться только вас самих. Не каких-то общих вопросах, там, политики или же каких-то предсказательных общечеловеческих судеб, там, о том, как Вселенная устроена, сколько лет там нашей планете, там, не такое. Вот все, что касается вас. Почему? Потому что ваша реакция, во-первых, идет реакция мышечная, именно напряжение на тот или иной вопрос и дает наше тело. Оно уже заранее чувствует и знает, как реагировать, поэтому и идет реакция. Как я вам сказал, у меня это рефлекс в виде зевка. Я заранее так натренировал себя, и в целом моих учеников я как бы настраиваю именно на эту реакцию, но бывает, что реакция может быть почесывание, покалывание, у кого-то напряжение там в кисти. Их может быть очень много. Это тот самый вот рефлекс, который надо нащупать. И, в принципе, в видео я постараюсь вам это показать, как это сделать. Давайте зададим вот такой вопрос. Могу ли я задавать вопросы касаемо других людей? То есть я могу спросить за другого человека какой-то вопрос касаемо его, да? И мое тело сказало истинно. И, например, я бы хотел узнать, могу ли я спрашивать вопросы касаемо Вселенной. Мне реакции никакой нету, да? Тело ничего не дало, значит, это для меня не истина. Можно сказать нет. И я спрашиваю дальше, могу ли я за другого человека спросить, подходит ли ему та или иная одежда? Ответ – истина.
Ну или да. Еще уточню, должен ли я прикасаться к человеку для того, чтобы получить ответ? Реакции нету, то есть я в целом могу спрашивать за другого человека и получать информацию, не прикасаясь к нему. Видите, у меня реакция тела идет какая? И это очень забавно. Возможно, вам кажется, что это не по-настоящему, но искренне вам говорю, что я по-настоящему реагирую. Что еще можно спросить? Я иногда выхожу на улицу и, не знаю, холодно будет или жарко, тем более я сейчас живу в Калининграде, у нас периодически погода такая, знаете, прыгает. Я спрашиваю, одевать ли мне куртку, одевать ли мне свитер. И бывает, что кажется, на улице жарко, а мне тело говорит, одень куртку. И я выхожу, я слушаюсь, что мне говорит тело, я одеваю куртку и выхожу и понимаю, что тут ветерочек. И часто я спрашиваю, что я хочу взять из еды. Я подхожу и, например, спрашиваю, это хороший продукт? И мне тело прям говорит, либо да, либо нет, истинно или ложно. То есть я вот в такой вот грани оцениваю. Также спрашиваю, что именно оно хочет, тело. И вот такие вот вопросы я могу использовать касаемо своих тренировок, касаемо еды, рациона питания, пользы от продукта, можно ли мне этот продукт использовать или нет, лекарства. Ну, что касается медицины, я не хочу здесь ничего говорить, это лучше вы с врачами экспериментируйте и консультируйтесь. Я могу также спрашивать по поводу отношений, по поводу как бы людей, стоит ли мне с этим человеком общаться или нет, идти ли мне на эту встречу или нет. И у меня столько раз была ситуация, когда я задавал себе вопрос, например, мне кто-то предложил встретиться, внутренне как будто бы нужно сходить, и как будто некрасиво отказать, но я спрашиваю, надо ли мне сходить на эту встречу, и мне тело как бы не реагирует, нету реакции зевка. Для меня это значит ложно, то есть не нужно. Я и могу переспросить, ты только что сказал мне не идти на эту встречу, и идет реакция в виде зевка, то есть подтверждение. То есть у меня разделилась вот такая история, что если я зеваю, это подтверждение как бы позитивно, истинное что-то для меня. А если реакции нет, то это отрицательное, ложное. Я как с этим вообще познакомился? Я в целом не знал о том, что существует какой-то идиомоторный рефлекс, о том, что наше тело может давать сигналы, и вот про маятники тоже ничего не знал. Я просто в какой-то определенный момент времени начал как бы заниматься своими практиками, просто зевал на трансформацию негативных убеждений, и как бы исследовательский ум решил поэкспериментировать и позадавать вопросы себе. И когда я заметил, что мое тело реагирует зевотой, я как бы отметил для себя, ничего себе, интересно как. И вот мне несколько лет потребовалось для того, чтобы настроить этот как бы механизм и вот все-таки понять, какие правильные вопросы задавать и как их формулировать, чтобы не было вот какой-то путаницы, как, например, там, я спросил себя, я мужчина, я женщина, и тело, в принципе, сказало, да, но я уточнил, у меня мужские половые признаки, и, как бы, соответственно, тело вот дало точный, конкретный ответ. Этот механизм ко мне пришел, интуитивно, я его сам как-то так вот поисследовал, и пришел к тому, что я им на сегодняшний день пользуюсь активно. Я практически об этом никому не рассказывал и не показывал толком. Я даже немножко, переживал, по крайней мере, до этого момента, что вот решился все-таки, поскольку почитал много, изучил много, что в психологии, в кинезиологии, в йоге, в других эзотерических духовных практиках такой рефлекс присутствует. То есть реакция зевка – это абсолютно нормальная, естественная история, и с помощью нее можно проводить тестирование, диагностику. Например, я могу даже с помощью зевка исцелять других людей. Если у кого-то что-то болит, я точно так же могу приложить руку и с разрешения этого человека могу проводить исцеляющий процесс. И другой человек точно так же может. И вообще зевок стал для меня каким-то таким очень удивительным, волшебным ключом к этой жизни. Как же сделать так, чтобы и у вас тоже получилось?